Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Близнецы на канале Астро Инспирационы. Таро прогноз 6 дверей судьбы, коридор затмений. Какие двери откроет сама судьба перед вами, события которых вы не ожидали. И в августе у нас происходит важное событие, коридор затмений с 12 по 28. И 12 у нас начинается солнечное затмение, которое открывает это коридор затмения. Это тот период, который нам дает подсказки, мои дорогие, вплоть до конца марта 2028 года. И я сейчас объясню, почему это происходит, но завершается лунным частичным затмением в знаке Зодиака Рыбы 28 числа. Эти 2 недели приносят больше смыслов и вдохновения, поверьте, а главное, приоткрывают дверь будущего, то, что мы называем с вами последствия. И вот то, что происходит в этот период, скорее всего, для нас и будет означать вот эту траекторию, которая продлится до конца марта 2028 года. Почему это происходит? А потому что у нас еще в середине этого коридора затмений происходит смена кармических узлов. И теперь это они у нас располагаются на оси Водолей, Лев, мои дорогие. Но если мы говорим 28 августа, лунное затмение, то это подведение итогов. Это та дверь, которую вы закроете сами. Мы уже чувствуем, что какой-то прежний жизненный цикл остается позади. А также лунное затмение приносит ясность. Ясность может быть, когда тайное станет явным, но и некий сюжет, некий финал может быть, который как какое-то время прежде, и намеревался состояться, но это не случилось. Вот значит, какие-то выводы вы будете делать или, может быть, сюжеты закрывать. Итак, рассмотрим с вами 6 дверей судьбы, как знаки судьбы. Какие двери откроет перед вами судьба, а какую закроете вы сами. И первая карта у нас. Первая дверь у нас сегодня колода 78 дверей. Точка невозврата, то есть это та первая дверь, которую вам нужно закрыть. С кем это связано, что это произойдет, давайте узнаем. Вторая дверь, дверь неожиданностей, то, чего вот как раз вы не ждете. Что изменится, давайте узнаем. Третья дверь, на пороге каких вы событий стоите. Ближайшее будущее. Какую дверь на ближайшее будущее, на ближайшую перспективу откроет судьба. Четвертое. Кто или что изменит ваши планы. Кто или что появится неожиданно. Вот какая-то неожиданная дверь, с чем это будет связано, открывается перед вами. Пятая дверь. К чему все идет? И это у нас дверь в отдаленное будущее. И последняя, шестая дверь, это дверь ваших возможностей. То, что мы говорим вам по судьбе. Вот судьба, какие двери открывает перед близнецами. Будем узнавать. Итак, первая дверь, самое главное, как точка невозврата, или мы говорим очищение. Это в течение августа происходит и, возможно, прояснится к концу месяца. А вот куда-то вы сами, возможно, стучались, пытались войти, с кем-то, может быть, есть контакты, когда вы именно что-то хотели осуществить, но очень долгое время раздумывали. Может быть, вы какое-то время говорили, как кому-то да, но в этом не были сами уверены. Или вы говорили наоборот, кому-то нет, но в то же время себя спрашивали, а почему же все-таки нет? А возможно, да, была какая-то запутанная история, о которой вы не рассказывали никому. Может быть, это какой-то факт вашей жизни, когда вам как нужно это соединить именно с вашей реальностью, но не хватило духу или не хватило сил. Это где-то оставалось долгое время на уровне вот именно желаний или на уровне того, что вас где-то вдохновляло, то, что вам придавало в какой-то момент силы, то, что для вас могло служить таким предвестником, что ведь это для меня может быть что-то новое. Но вот решительности не хватило. Или, может быть, выбор был какой-то сложный. Тут у каждого по-своему. Потому что вы могли даже чувствовать, что словно я, как мальчик, девочка, да, все-таки у нас Паш. Может быть, какая-то тема, которая именно вам принадлежит, но вы не чувствовали себя даже вот в этом профессионалом, к примеру, да, если это тема работы все-таки в Пентакле, какое-то новое начинание, которое тоже не то получится, не то нет, еще пока непонятно, но этим хочется заниматься, и поэтому
Какая дверь? Какую дверь вы должны закрыть? А вот закрыть, скорее всего, все то, что на грани между. То, что вот именно балансирует, но ничего не дает взамен. Какая-то нерешительность. Вот к этому вам нужно закрыть дверь. Может быть, это была какая-то прежняя тема, которая была связана именно с вашим заработком. У кого-то может совпадать именно, ну, откуда к вам приходят деньги, каким образом вы тратите. Вот давайте поподробнее, какую же дверь будут закрывать близнецы, какая точка невозврата. Может быть, это было связано королевой Пентакли, вот прям конкретно. Нам персональная карта, ну, по крайней мере, карта двора, но она про персону. У кого-то эта тема связана действительно Пентакли, которая связана с финансами, откуда к вам приходят деньги, ваши траты, может быть и личная история. Иногда ведь по королеве Пентакли проходят наши близкие, семейный какой-то союз, ну или тот союз, который долгое время, ну, может быть... даже если нет семьи, да, но, может быть, продолжается дружба, какое-то контактное лицо. И ведь, правда, вопросы денег одновременно. Тут и деньги, и стабильность. Вот у вас как. Вот то, что было на грани баланса, да, может быть, вы балансировали, то говорили да, то говорили нет, то где-то сами не могли определиться, то, может быть, и человек не мог определиться, почему нет, так тоже бывает. Но, видимо, была какая-то взаимосвязь, и эта взаимосвязь, она такая больше строилась на прагматике. Вполне вероятно, какая-то тема, которая для вас может открывать. Посмотрите, не упустите чего-то, хочется сказать, потому что у вас именно надежность, как какой-то якорь, как стабилизация финансовой обстановки. Ух ты, еще и старший аркан. Тут, правда, нужно для себя или у себя, может быть, спросить, чего же ты хочешь на самом деле. По пятерке жезлов иногда проходят люди, которые нам сегодня говорят «да», утром, например, а к вечеру они уже передумали, уже скажут «нет». Или они уже про нас забыли, переключились на какую-то свою историю, а мы все сидим, ждем. Иногда по этой карте идет какая-то сбивчивая информация. Вот вам действительно стабилизировать что-то нужно. И, может быть, это будет касаться с каких-то ваших, ну как с новых шагов. Вот вам нужно определиться в какой-то теме, которая касается, я бы сказала, здесь может быть и личная жизнь, вопросы дома, и финансы. Причем, так это как по судьбе. Аркан справедливости – это еще и карта кармы. Вполне вероятно, вам придется у кого-то недвижимое, движимое, может быть, имущество оформлять, словно путешествовать по каким-то конторам, инстанциям, узнавая, как работает закон. Может быть, я не исключаю, у кого-то вопросы уже идут в суде. Вот смотрите, здесь нужно подвести к какому-то балансу и итогу. Все же, надеюсь, видно. Карты нам, смотрите, старший аркан, умеренность. Есть какая-то тема, которую вы не то что за август закроете. Нет, мои дорогие близнецы, тут, скорее всего, вам потребуется значительно большая траектория. Я, кстати, не исключаю, что за счет планетарных транзитов, к примеру, у нас Плутон до середины октября в ретро-движении. Поэтому, правда, тут возврат какой-то может быть. Но возврат словно к самому себе. То, в чем вы в себе отказали и словно выбрали что-то не то. Или какую-то не ту тактику, не тот метод, например, да. А тут вот именно в новое, как сделать шаг нужно. Или я не исключаю по Сатурну, мои дорогие. Сатурн у нас еще в ретро-движении, и это какая-то прежняя история, которую нужно переиграть, переиначить, передумать, переделать. Вот что-то тут такое может быть. И ретро-Сатурн у нас аж до 11 декабря. Поэтому вполне вероятно, тут какая-то история, связанная с деньгами, с имуществом, с взаимоотношениями, которая будет шаг за шагом и еще как-то продвигаться. Ну, как знаете, какое-то дело, которое, ну, дойдет до нужной точки, вы в этом разберетесь. Но, видимо, либо ситуация какая-то запутанная, очень, как я говорила, либо по отношениям, тут тоже что-то, ну, так вот перемешалось. Тут может быть и чувство все-таки по королеве Пентаклей. Но здесь могут быть и деньги. Здесь могут быть вопросы, которые связаны с законом, может быть, с тем, как вы можете поступить в чем-то или не можете. Но здесь может быть, кстати, история, которая связана у кого-то с детьми, подросшими детьми, уже взрослыми, по сути дела, детьми. И тоже тут вам, значит, придется с чем-то определяться. Мы ведь все разные. Может быть,
у кого-то с учетом аркана справедливость, это было даже такое своеобразное противостояние. И тогда, если были, к примеру, конфликты, или пусть этот был даже не конфликт, а, ну, не поняли друг друга. Я тут вижу, что как минимум, видимо, какая-то встреча вам важная предстоит для того, чтобы прояснить какие-то отношения, потому что тут явно будет продолжаться. Но, может быть, как вы видоизменить хотите, или у вас... И, может быть, и у человека будет тоже что-то меняться еще в судьбе. И это вот взаимодействие, как ваше желание и желание кого-то еще, вам все равно говорят, что тут перевести нужно на новый уровень. И стало быть, прежнее что-то, может быть, прежние предпочтения или прежнее наше видение, вот в это закрыть дверь. Но вот здесь будет что-то, повторюсь, постепенно. Давайте откроем вторую дверь. Дверь неожиданностей, того, чего вы не ожидаете, но это изменится. Будьте внимательны, потому что все же 16-й аркан – это и есть перемены, это и есть трансформация. Но еще иногда у нас по башне, поторопилась, у нас проходит, знаете, тот момент, когда мы должны успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Чего-то, опять же, не упустить. А с чем это связано? Что же там изменится? Могут меняться, кстати, законы. У кого-то желание переезда, у кого-то просто необходимое такое, знаете, страстное желание. Как вот, знаете, мне сейчас, словно дает судьба шанс, и мне сейчас нужно действовать, что-то просчитать. Вы можете кому-то помогать, я это тоже не исключаю, по рыцарю Пентаклей. Или ваша помощь, или вы, если нуждаетесь, мои дорогие, в какой-то помощи, в важной консультации, то нам говорят: близнецы, у тебя есть люди, у тебя есть человек, тот, который тебя может выручить деньгами, финансово, если это необходимо. В моих раскладах рыцарь Пентаклей вот это значение иногда проигрывается. Не иногда, но процентов на 90 точно. Хоть это и редкое значение, мало кто использует из тарологов. Но вот я об этом говорю. И точно так же это людей касается, если вам нужна, опять же, какая-то такая полноценная консультация или, знаете, совет знающего человека. То есть того знающего, который либо в подобной был, либо, в принципе, он где-то работает в этом, да, он знает вот эту кухню. У вас, опять же, вы можете найти такого человека, как выйти на него. Понятно, что, то есть вот вы тут не одни, понимаете, у вас еще идет какая-то персона, которая вам необходима для того, чтобы вот эту трансформацию совершить. Или совершить переезд. Или тут что-то такое будет, как, может быть, внезапное известие, когда вам и потребуется вот чья-то помощь. И тогда придется найти этого человека. Это не значит, что к первому мы, из кого мы знаем, обращаемся, и он нам сразу откликается, это вот сразу та персона. Нет, иногда это свидетельствует о том, что нам нужно пройти какой-то еще путь в несколько шагов. У кого-то, правда, переезд прямо... Переезд переездов. Вот ей-богу, какая-то такая тема, что изменится. Мы не говорим в августе, но вы можете вплотную приступить к этому вопросу или к решению этой темы, и он будет продвигаться. Причем, смотрите, у вас сначала, словно, знаете, как... Но мы понимаем, может быть, вот 12 числа, плюс-минус где-то в эту дату, вы можете понимать, что нет, мне нужно это решить. Или сейчас, или никогда. Дальше у вас как... Знаете, и правда, планетарные транзиты так складываются для вас, когда что-то может ускориться. Ведь аркан колесница очень часто символизирует о том, что это карта успеха, это карта как какого-то прорыва, мои дорогие. Иногда это, кстати, свидетельствует о знаке зодиака Рак, или, может быть, и человек, который рожден под не солнечным знаком, а еще одновременно асцендент имеет, да, вот, может быть, в этом знаке. Но все же это карта успеха, это карта движения, это карта вообще новых каких-то событий в жизни, это карта перемен. И вот здесь опять же выпадает шестерка мечей, которая тоже часто, это, знаете, карта заслуженного успеха, все-таки 6, это победа. Но это еще та победа, до которой нам нужно дошагать, словно дойти.
И придется какой-то путь проделать еще, прежде чем мы вот этот успех получим или что-то доведем до точки, до ума. Поэтому очень часто здесь, если такое совпадение, тут вообще что-то у вас может кардинально меняться. Но это может совпадать, что много дорог будет, много каких-то интересов. Вам тут будет что-то нравиться, мои дорогие. Но, знаете, и что-то и останавливать. И вот смотрите, опять же, 13-й аркан говорит о том, что тут уже новая звезда на горизонте, перерождение, что-то переиграть. И, правда, может быть, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Поэтому все то, что я говорила по первой позиции, вот с этого начинается. Может быть, ведь хоть мы и вот первую позицию я именно сделала как точка невозврата. Может быть, это то, с чем вы определяетесь на начало августа. А потом планомерно вы будете чем-то заниматься, и в конце месяца вы себя поблагодарите за то, что вы правильно сориентировались от чего-то, ну как, знаете, не вычеркнули что-то из своей жизни. Может быть, не наступили на горло собственной песни, вот какая-то запутанная история. У кого-то запутанная история по части взаимоотношений. Почему говорю так? Смотрите, кажется, что два кольца, да, переплетенные. А если мы повнимательнее посмотрим, я надеюсь, видно, там вовсе не два кольца, а тут какая-то путаница. Вот вам какую-то путаницу придется устранять. Причем вы это сделаете раз и навсегда, так, чтобы к этому больше не возвращаться. Тут вообще все меняется. Посмотрите, 3 старших аркана, которые не просто о трансформации, а еще одновременно как дверь закрыли и прям пошел сразу же прогресс. Шикарно. Третья дверь или на пороге каких событий вы стоите, ближайшее будущее, какие двери перед вами откроет. Верховная жрица. Здесь может быть конкретный человек, мы говорим знающий, да, ведающий. Здесь может и правда быть, может быть, это кто-то из вас увлекается эзотерикой, кстати. И для кого-то может быть подсказка, развивай в себе, если тебе это интересно. Вполне вероятно, что тебя в этом деле ждет прогресс. Может быть, и вы к кому-то будете обращаться, но может быть и психолог, таролог или астролог, да, вот смотрите расклады, на пороге каких событий вы стоите, но тут может быть еще, как и ваша собственная интуиция, и это еще и ваш собственный план, о котором вы никому не расскажете. Может быть, обстоятельства так складываются, что чем меньше знают обо мне, тем я лучше сплю, кстати. Ну, давайте узнаем поподробнее, какие двери открывает перед вами ближайшее будущее. Хочется сказать, двери любви. Когда ваша победа практически у вас в кармане. Здесь вы можете даже пойти на какое-то сложное дело и так это все обыграть и разрулить, что вы все равно будете победителем. Здесь вы можете даже, вот прислушивайтесь к интуиции, то, что вам подсказывает ваш голос мудрости, он вас ведет нужной дорогой, мои дорогие. Вполне вероятно, у кого-то выбор сложный будет, который может касаться где-то, к примеру, документов и личной жизни, или любви и денег, потому как жезлы – это у нас все-таки дела, работа, бизнес, победа именно там, и откуда к нам приходят деньги. Может быть, и ваша помощь или помощь вам кого-либо. Но здесь дружба, мои дорогие. Здесь какие-то контакты, которые будут именно как соединять все те события, которые будут происходить в ближайшем будущем. И как и на взаимоотношения, если личные, мы будем говорить любовные, это карта, которые растут, когда вот взаимоотношения. Годы проходят, а эта дружба остается. Вот такая карта у нас тут волшебная. Но для кого-то ведь это может быть как раз та история, когда вы находите нужного человека, мои дорогие. А неизбежно, вот смотрите, в ближайшем будущем вы будете переоценивать тех людей, которые раньше были или принадлежали как ближайшее окружение. Здесь вы будете пересматривать, вы тут каждого будете рассматривать. Может быть, и вблизи, и вдали, кто чего стоит, от кого что ожидать. Вот такие мысли неизбежны, потому что, вот смотрите, словно наша девушка сохраняет свой собственный дзен, свой собственный порядок, свой собственный уклад. А вот эти 7 жезлов, которые пытаются ее достать, как будто она отворачивается. Есть
те люди, которым вы доверяете, а есть те, которые того не стоят. Ну вот точно, все то, что я говорила. А ведь и правда у кого-то вопросы дома могут решаться, взаимодействие с близкими. Но ведь это емкая карта. И достаток, и покой, и час счастья именно личное, такое семейное, да, у кого-то построение отношений, продолжение отношений. Я тоже не скрою. Построение, знаете, вот, ну, может быть, и не построение, когда двое мечтают, например, вот словно на этой карте. Но ведь 10 кубков, поэтому тут и финансы, тут и какие-то возможности, тут и самое главное желание что-то совершить. Все складывается в единый узор, как на ближайшее будущее. Судьба вам открывает те двери, которые совсем недавно представляли какую-то, может быть, или тайную историю, или запутанную, по которой вы не знали, как поступить. Здесь все разрешается, или для вас становится уже именно более понятным. Какая-то ваша жизненная вот именно траектория, какой-то ваш жизненный фарватер, он вам, ну вот как по судьбе, вам, может быть, и пространство, вселенная эти двери открывает, дает вот этот шанс и возможность. Не упустите, мои дорогие близнецы. Вот такая подсказка. Давайте откроем 4 двери. Кто или что изменит ваши планы, кто или что появится неожиданно. 3 пентаклей, да, иногда я называю эту карту экзамен. И тут буквально может у кого-то проигрываться, что нужно получить какой-то документ, к примеру, или вам нужно какие-то согласования. Для этого иногда потребуется, может быть, прохождение курсов, ну, к примеру, получить должность. Или разобраться, как мне оформить, правда, какую-то бумагу, важный документ. Но вот так вот прям не подступишься, да, если с одного прыжка, то нужно какую-то траекторию пройти или, может быть, подготовить документы. То есть какая-то подготовка всегда и работа, опять же, в команде по этой карте идет. Но пентакли. Здесь может быть интересы финансовые тоже. По этой карте может быть и как, знаете, как изучение вообще каких-то новых наук. Может быть и так. Кто-то языки будет изучать иностранные, кто-то язык программирования, а кто-то из вас надумает, может быть, работать на дому как пассивный доход или, может быть, и дополнительный какой-то доход. Но тут явно же какой-то интерес есть и финансовый, опять же, в том числе. Давайте узнаем, так кто или что изменит ваши планы. Здесь как выбор, выбор по работе. Причем какая-то история вам казалась долгое время как зависшая, или словно ничего не развивается. Что это такое? Ну, очень интересная карта дьявола. У кого-то, может быть, и история связана, опять же, с конкретным человеком. Но все же тут больше нам про финансы, пентакли, да, первая карта выпадает. Нет, тут вот не все так просто. Все-таки тут и финансы, я уже говорила где-то об этом, и личная жизнь. Может быть, и вопросы где-то, опять же, документов, и где-то взаимоотношения и продолжение. Вот тут нужно с чем-то определиться. Но в целом, если мы говорим работа в команде, у кого-то из вас может проиграться, знаете как, кто или что изменит ваши планы. Тут есть какая-то персона, с которой вам хорошо, который словно вас тянет. Может быть и так у кого-то. Но вот по какой-то причине либо отношения сложные, повешены. Знаете, это как шаг вперед и 2 назад. Ну, 2 назад, потому что постоянно какой-то выбор. Что-то у вас не было решено, мои дорогие. Так, а как это изменит ваши планы? Вот я не совсем поняла. Как изменит это планы? Любовь, договоренности, если даже не любовь. Хотя королева чаш – это эмоции. Через край, мои дорогие. Да еще и тем более с арканом дьявола. Это страсть, это именно желание. Хотя я должна сказать, когда выпадает аркан дьявол, ну, конечно, это карта зависимости. Может быть, и есть тот человек, который очень важен для вас. Может быть, и вы какой-то период словно думали, ну, к примеру, дьявол все-таки выпал, да, какая-то связь неправильная. Или вы думали, что, ну, может быть, какая-то история у вас, знаете, как ваш союз скрепляет, пусть это даже по работе, да, бывает все-таки такое, не случайно повешенный. Тут ведь, понимаете как, мы можем чувствовать, что мы кому-то обязаны, например, потому что повешенная эта карта
Иногда мы говорим жертвенности или карта обязательств. Может быть, тут вопрос про обязательства у кого-то стоит, да? И всегда это сложно решить. Но нам дьявол говорит, что у тебя, во-первых, хватит физических сил, если даже тебе тут у нас много выпадало, да, таких карт движения. Может быть, много поездок совершить. То есть физическая форма будет на уровне, давать вам возможность выдержать какой-то период. Но я должна сказать, что тут не надо выдерживать. Тут у вас что-то такое очень интересное. Вам как интересно и вообще хочется этим заниматься. Но, может быть, и вам придется что-то так согласовывать очень аккуратно. Потому что с учетом повешенный и дьявол мы не должны попасть в просак. Поэтому кто-то из вас будет изучать. Может быть, даже законодательство. Или по бумагам вам нужно тоже что-то подписать, да, и перед тем, как мы подпишем, 250 раз проверим, чтобы не оказаться в какой-то, опять же, зависимой ситуации. Вот здесь может быть какая-то запутанная история, точно, потому что двойка мечей. Вы как что-то не видели. Вот мы с вами говорили, что какого-то человека, если нужно, вы найдете, да, потому что вот именно сейчас вам нужно изменить эту ситуацию, и сейчас она работает на вас. Вы как будто и можете, когда вот выйти из этой путаницы, или как вот то, что зависло долгое время и не развивалось, как минимум для себя понимать, да или нет, однозначно, чтобы вот этот лабиринт, он уже не повторялся. Но тогда нам говорит эта карта еще о чем. Вот обратите внимание, выбор, да, двойка мечей, мы всегда говорим, у девушки повязка на глазах. И вороны как будто пытаются сорвать эту повязку, в итоге путают волосы, и получается еще хуже. Мы как будто сами должны снять вот эту пелену собственных глаз, а может быть разузнать что-то конкретно, не настаивать на своем мнении, а именно обзор какой для себя какой-то создать, или объективное какое-то впечатление у вас о чем-то должно сложиться однозначно. И, может быть, нужные люди, которых вам нужно будет привлечь к определенному вопросу. Или вам придется принимать какое-то собственное на основе того, что вы соберете уже какую-то информацию, вам придется принимать какое-то собственное решение. А для кого-то это решение может именно касаться личной жизни. Почему? Выход из одиночества. И знаете, вот по этой карте, ведь очень сильная, мощная карта, потому как старший аркан. Я вот ее люблю за то, что когда выпадает отшельник, никто нам не мешает. Вот вам тоже, с одной стороны, не мешает с чем-то определяться, да. Тут мы сами себе можем помешать, чтобы не помешать, да, чего-то надумать, еще там как-то вторично запутать. Но ведь у кого-то из вас может быть очень сложный выбор, который касается именно отношений. Тут правда, когда есть притяжение, когда есть взаимосвязь, когда есть взаимопонимание, и, к примеру, какую-то историю невозможно решить быстро. Какое-то решение вам, правда, мои дорогие, предстоит сделать, причем однозначное, как будто уже все сроки вышли. Уже эта путаница длилась у кого-то, может быть, годами, аркан повешенный, двойка мечей. Тут все что-то не менялось, либо вы что-то откладывали, а тут чем больше откладываешь, тем больше путаницы, понимаете? Тем больше, как мы увязли, словно как в болоте, да, по какому-то вопросу. А здесь нужно этим вопросом заниматься, и тогда шаг за шагом вот что-то и проясняется, потому что сама словно тема, как я уже говорила, ее с наскока не решишь. Но здесь, как и ваша сила, она увеличивается. Здесь и для вас будет именно в этот период августа какой-то, знаете, удобный момент. Не случайная случайность. Или как какая-то оказия, подвернувшийся какой-то вариант. И это нужно использовать. Все-таки мы ведь спросили, что изменит ваши планы. Тут и человек конкретный может изменить ваши планы. Вот интересно. А эта карта нам в самом начале выпадала, да, которая именно мы говорили, да, тут что-то нужно переиграть.
И по королеве Пентакли это, в принципе, да, энергетика надежного человека. Вот я тут больше вижу, тут какая-то путанная история, которая связана с взаимоотношениями. Просто, может быть, есть одна персона, у кого-то это касается именно рабочего процесса или какой-то документально важной, да, тоже жизненной истории, которая, ну вот надо подписать важные бумаги, нужно заключить какое-то соглашение. Может быть, и нужно, у кого-то вопросы в суде идут, ведь вот перекладывайте на себя, тут у каждого что-то свое. И тогда, чтобы и овцы были целые, и волки сыты, вот какое-то такое Соломоново решение, может быть, и какие-то согласования. Но тут, знаете, с учетом, что так много старших арканов все-таки здесь, и они достаточно серьезные. Вот посмотрите, сколько карт достало. А здесь у нас первое повешенное, второй дьявол, отшельник, сила и умеренность. Тут что-то именно нужно, этот лабиринт закончить раз и навсегда. Здесь у вас складываются так обстоятельства, то, что вы прежде не могли, словно в двойной какой-то зависимости, из-за чего вы словно или горевали, или, ну, как не решались, или когда все бросили, может быть, и уже разуверились, а потом заново начали, точнее, как будто еще раз возобновили, да? Вот у вас, с учетом аркана умеренности, как и сил для этого хватит, усилится ваша собственная позиция, и вы чем-то останетесь довольны. Хотя прежде это казалось какой-то сумасшедший лабиринт. Вот такие возможности дает вам судьба. И, скорее всего, это может быть у кого-то даже связано, ну, то, что мы называем любовный треугольник. Все-таки у нас выпали две королевы, правда? Ну, не все, понятно. Мы все разные, а расклад общий, поэтому перекладывайте на себя. Может быть, какая-то тема, которая, ну, не обязательно это любовный, кстати, треугольник. Иногда это третьи факторы. У кого-то отношения, допустим, и ну, какие-то условности, которые касаются законов, например, да, или условности, когда это касается близких людей. Я имею в виду отношения, любовь любовью, а до этого, ну, у меня опять же разные люди смотрят. А может быть, какая-то предыстория, когда не первый брак, много детей, или, в принципе, наличие детей, нерешенные вопросы, которые касаются как и недвижимости, кстати, так и каких-то документов. Вот перекладывайте на себя. Да, тут что-то у вас идет как возможность вот кардинально переиграть. Но я бы сказала, с учетом старших арканов, это никогда не проигрывается на тот срок, который мы с вами задумали. Но тут, скорее всего, придется, тут действительно, как сама история, для того, чтобы пришла вот эта новая возможность на порог, вам придется принять какое-то важное решение окончательно. Ладно, давайте пятая карта. К чему все идет? Какая дверь в отдаленное будущее? А тут открывается перед вами ваше желание, по сути дела. Король мечей – это вы сами, мои дорогие девочки. Может быть, это и связано. Ситуация, к примеру, с кем-то из ваших бывших, вот я такое тоже не исключаю. Мои дорогие мужчины, тут ваше желание, может быть, тоже где-то, или вот эта дверь в будущее будет связана с человеком, которого вы знали. Может быть, это чиновник, по этой карте проходят юристы, адвокаты, но это уже для всех касается. У кого-то это может быть и врач, к примеру, да, какое-то путешествие, может быть, по врачам. Или нам не говорит карта, что вы болеете, наоборот, тут нам аркан дьявола говорит то, что, по крайней мере, в августе вы будете чувствовать себя, что я бодр, я или бодра, допустим, да, то есть сил у меня как будто хватит. Но здесь могут быть какие-то запутанные истории. Иногда по этой карте идут люди в погонах, люди, которые занимают высокий пост, чиновники. Ну, давайте узнаем, к чему же это все идет, дверь в будущее, к чему это все идет. Пятерка пентаклей, какая-то, две карты достала. Какая-то вот действительно прежняя история, которая связана либо с недостатком по финансам, и это может касаться какого-то человека конкретного. И недостаток взаимопонимания, и недостаток финансов. Вам придется, может быть, это растянется какая-то история, которую вы будете постепенно для себя прояснять. Страшный суд. Тут что-то близится
да, к какому-то завершению. Какая-то история у вас, и я должна сказать, отдаленное будущее. Вот смотрите, у нас с вами ретро-Плутон, а любое ретро-движение, это мы называем обратное движение. Или, как я говорю, дежавю. Та история, которая нам была знакома. Или то, что мы когда-то, может быть, пробовали, пытались что-то осуществить, но вынуждены были это оставить, отказаться, или не решалось прежде, да, не решался сюжет, не решался вопрос. Вот именно это теперь как будто нам придется пересмотреть. Страшный суд – это значит подведение итогов, это карта выздоровления, мои дорогие, и как будто наступает время идти вперед. Наша девушка восьмерка чаш нам говорит о том, что были мы раньше, словно сидели вот у этого искусственного огня, а теперь мы идем к натуральному солнцу. Так вот, у вас, если уж я говорю ретро-Плутон, то это какая-то история, она не быстро решится, а может быть, этот планетарный транзит продлится до середины октября, но у нас еще и ретро-Сатурн, это еще интереснее, до 11 декабря. Поэтому есть ряд каких-то вопросов, которые вы будете вот так планомерно, шаг за шагом, и прояснять, и, как знаете, что-то вы отшлифовываете, а что-то словно отказываетесь, убираете. Но это вот, знаете, как пласты снимать какие-то ненужные. Вот представьте, что как археологические раскопки. Да, есть какая-то ценность, но она настолько велика, что ты не можешь ее нарушить. Вот именно нужно снимать пластами. Вот у вас какая-то ваша личная история, которую вы хотите осуществить. Она у вас будет осуществлена, но не так сиюмоментно или не очень быстро. У вас будет победа, потому что вы задумали. И более того, у вас будет праздник. И друзья будут, с которыми вы этот праздник разделите. Точно вы в отдаленном будущем не один вопрос решите, а несколько. Будьте внимательны. И шестая карта. Дверь возможностей. Какую дверь откроет ваша судьба? Праздника карты, правда. Какую дверь откроет вам судьба сама? Что же тут для вас? Ах, не та колода. Что же тут для вас, мои дорогие близнецы? Какой сюжет складывает? Как складывают высшие силы? Какие двери откроются перед близнецами? Именно судьба сама открывает дверь перед близнецами. С чем связано? Вот с какой-то зависшей историей, которая долгое время не решалась. Посмотрите, Паш Пентаклей. У нас карты повторяются. Карта повешенного мы уже с вами видели. Паш Пентаклей. И это, вот видите, как бы на балансе. Опять же, какая-то запутанная история или запутанный сюжет, когда вы долгое время не решались на что-то. И это было связано, опять же, взаимоотношениями. Я тут больше вижу личная история или история дружбы. Когда, может быть, были разные сомнения по части человека, например, или по части какого-то проекта, удивительно. Мы видели с вами в другой колоде аркан умеренности, и вот теперь перед вами действительно судьба открывает какую-то возможность, которая связана как и с деньгами, или это взаимоотношения с конкретным человеком, когда, опять же, дьявол, посмотрите. Дайте еще одну карту достану. Тут что-то было непросто. И здесь могла быть та история, когда, знаете, либо замешаны третьи люди и третьи факторы. Вот эта путаница в вашей жизни сложилась не случайно, потому что, возможно, в чем-то вам не хватило когда-то прежде решимости на что-то. Или вы могли, кстати, получить какую-то консультацию или, может быть, было много каких-то советчиков бестолковых, хочется сказать, может быть, и сами какую-то оплошность тоже, да, тут мы не перекладываем свою ответственность на кого-то, но это могла сложиться, знаете, именно путаница, когда много людей, много мнений.
много мнений, и вроде бы все интересно. Вы могли загораться каким-то делом, но потом время проходило, и практика критерия истины, то, что на самом деле вырисовывалось, оно вам не нравилось. И вот эта тема, которую вы когда-то не осуществили, но каждый раз думали, что «а почему же я вот не согласилась, почему я не попробовала, или почему я тогда погорячился, допустим, да, или как-то вот поступил определенным образом». Тут у каждого будет что-то по-своему. Вот здесь теперь вам судьба этот путь выравнивает, какую-то дистанцию, и для вас открывается не просто возможность, вам тут судьба открывает двери на долгий период времени. Ой, да тут прямо по судьбе вам что-то идет. Вам не избежать решения каких-то тем, принятия каких-то очень важных решений, причем у вас в августе будет много, не один какой-то пункт, не одна какая-то цель, а может быть сразу несколько. И вам доведется это сложить все в единую палитру. Более того, иногда будут ускоряться некоторые события, и вам придется менять свой, может быть, даже график дня определенный. Может быть, у вас что-то вот будет завершено. Вы тут с чем-то будете разбираться. Вот посмотрите, редко бывает, но ведь одни старшие арканы почти. Более того, это вот именно сейчас, как сама судьба для вам в помощь, для того, чтобы то, что долгое время вы как чувствовали себя словно в западне, или не могли что-то осуществить, или были в какой-то зависимой ситуации, вот вы именно теперь будете принимать по этому поводу решения. И здесь, конечно, у каждого по-своему. У кого-то это могла быть история любви, все-таки об этом нам говорят, или история какой-то прежней дружбы. Может быть, это были прежде третьи факторы, как-то вот не складывались именно из-за событий или из-за обстоятельств, то, что вы хотели осуществить прежде. А здесь у вас, как знаете, в один момент сходятся и ваше желание, и нежелание, как будто оставить свою жизнь на потом, это точно. И как какая-то возможность, которая делит вашу жизнь на период до и после. А какой совет? Тройка пентаклей. Иди вперед. Любая тройка – это карта будущего. Снова шестерка перьев, правда? Ведь эта карта, опять же, мы ее видели, заслуженного успеха, когда нужно просто идти вперед. Искусство мелких шагов. Тут на что-то вам потребуется мужество. И королева свечей. Тут не, знаете, вы как проходите какой-то кармический урок, хочется сказать, между своими, может быть, предпочтениями, между своими иллюзиями и тем, что существует на самом деле. Может быть, мы хотели бы очень многого, но вот реальной жизни вам предстоит в течение августа как минимум распределить правильно, что есть. Вот именно хотел бы или хотела бы, но в реальной жизни это не подкрепляется. Или как сама судьба эти двери не открывает. А вот именно те двери, которые открыты, попытаться в них войти, мои дорогие. Да, и это может быть для вас, это будет однозначное завершение какого-то жизненного лабиринта или пути. Я часто так называю туз мечей. И то, что я сказала по первой позиции, но оно того стоит. У вас на кону ваше солнце. И вот смотрите, редко так бывает, но тем не менее, две карты выбора правильного направления. Если солнце это 6-8 месяцев, то есть это ближайший какой-то срок, а карта звезда лет 10-20. Вы с чем-то сейчас, вот и это ведь все то, что вам судьба открывает путь. Вам открывает путь, как и на ближайшие дни договориться, что-то решить, распутать этот гордиев узел, может быть, и принять какое-то соломоновое решение, может быть, и заключить какой-то почетный компромисс. Что-то тут вот непросто, но это имеет значение на очень далекий период жизни, когда новое качество жизни, новый интерес, новое вдохновение, новые горизонты, новые возможности. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте астрологические прогнозы
и статьи на моем сайте, все ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.